Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике мы снова возвращаемся к теме Ракетон. 3 недели назад я выпустил первый видеоролик. Здесь мне в принципе все нравится, проект развивается, сейчас все покажу и расскажу. Самый распространенный вопрос, что такое клоны, как они тут работают, почему этот проект отличается от других и чем он уникален. Ребята, здесь, как я вам уже говорил, есть система умных клонов. Еще 3 недели назад я даже не предполагал, что у меня соберется команда из 513 человек, но, пожалуйста, обратите внимание, лично по моим приглашениям пришло всего лишь 178 человек, а вот эти вот уже 513 образовались по сарафанному радио. И тут будет сложно поспорить, что если бы проект был никудышный, то вряд ли бы кто-то кого-то звал еще. Ну да ладно, сейчас мы не об этом. Давайте лучше перейдем к игровым столам, и я вам покажу, как здесь можно зарабатывать, даже не имея рефералов. Конечно, ребята, сразу хочу сказать, что с ними здесь будет быстрее. Но теперь давайте рассмотрим тему, когда их, допустим, нету. Смотрите, те, кто уже в проекте, понимают, что сейчас мне некого расставлять. То есть у меня нет ни одного клона. Но что такое клон? Предположим, что вы зашли в проект и купили стол 1 и стол, например, номер 3. Но что такое клон? Например, вы зашли в проект и купили стол номер 1 и стол номер 3. В этом случае у меня появляется на К1 один клон и на К3. Их я смогу кому-либо распределить. Как все это происходит? Давайте, например, перейдем на стол номер 3, и вот здесь вот можно выбрать не свои клоны, а клоны моих партнеров, например, на первой линии. И таким вот образом можно видеть все столы своих партнеров. Видите, как много столов, 12 страниц, и на каждый по 12 столов. Например, открываем вот этот вот стол, и сюда можно поставить еще 2 ячейки. Как только эти 2 ячейки заполнятся, партнер переходит на стол номер К4. Это означает, что на К4 у меня появится также партнер для распределения. И я смогу этого партнера воткнуть как себе, например, вот в эти ячейки или на эти столы, или же могу также воткнуть его какому-либо партнеру. Вот, например, ставлю фильтр, первая линия, и смогу кому-то поставить. Как все это работает, давайте теперь я вам более подробно расскажу, потому что у меня созрел детальный план. Открываем стол К1. Здесь мы видим, что вот, куча моих клонов, вот, пожалуйста, 17 страниц, но меня мои столы абсолютно не интересуют. Казалось бы, должны интересовать, потому что это непосредственно мой заработок. Но нет, ребята, давайте я вам покажу, почему нет. Вот, предположим, смотрите, чем больше вы столов преодолеваете, то есть чем выше вы идете, тем больше клонов на вот этих вот столах я получаю для распределения. И чем больше я перекрою всяких разных столов среди своих партнеров, тем больше клонов вылетит на последующие уровни. Таким образом, если я толкаю вас, вы толкаете меня. Короче, наверное, все это звучит вообще непонятно. Открываем стол номер 1. Находится это в разделе игровые столы. Вот я нажал ячейку 1. И теперь я здесь ставлю фильтр не мои клоны, а клоны партнеров первого уровня. Вот так вот нажимаю. Открываются все столы. Здесь вот мы видим, что где-то нужно 2 ячейки закрыть, где-то одну. Нажимаю вот сюда. И здесь выбираю свободно 1 ячейка. Здесь открывается вот такое количество столов. Если их посчитать, то вот 4, 8, 12. Переходим на вторую страницу. Это будет 15. И это будет уже 19. Давайте просто откроем любой. Тут сейчас вообще ничего не важно. И нажмем на свободную ячейку. Вот сюда на плюсик нажимаю. И мне система предлагает оплатить клона. Казалось бы, зачем мне тратить свои деньги? Все-таки 4 монеты тон. Это почти $8. А вот, ребята, объясняю зачем. Сейчас я ему поставлю клона, заплачу 4 монеты тон. И этот партнер активируется на втором уровне. Итак, давайте поподробнее. Мы сейчас находимся на К1. Вот этот партнер. Вот у него 1 ячейка закрыта. И вот сюда, ребята, я ему сейчас за 4 монеты тон поставлю своего клона. После этого у него откроется стол К2. Этот партнер будет стоять вот здесь. А у меня появится вот на этом уровне партнер для распределения, которого я смогу кому-нибудь другому также распределить, чтобы он перешел на К3, где я также смогу кому-то помочь. Тем самым протолкнуть его на К4, К5, К6 и так далее. Но для чего все это нужно? Да, ребята, все очень просто, потому что я уже нахожусь на К8, я хочу на К9, и чем быстрее я дотащу команду до К7, потом, естественно, на К8, тем быстрее я сам попаду на К9. А здесь, ребята, смотрите, пожалуйста, сами, ни много ни мало, прибыль составляет 320 тонн, что в перерасчете на доллары почти $700. Более того, обратите, пожалуйста, внимание, сколько вылетает клонов. Эти все клоны летят на нижестоящих. Здесь мы видим 24 клона на К1, 12 на К2, 6 на К3, ну и уже по мелочевке на остальные. Для чего нужны эти клоны? Данные клоны вылетают, и я их не могу никаким образом распределять. Это делает уже сама система, и всем новичкам она заставляет первоначально левые
левой ноги. То есть вот, допустим, вы зашли на К1 и на К3. Вам может прилететь вот таким вот образом клон в левую ногу на К1 и клон в левую ногу на К3. А здесь, внимание, пожалуйста, сразу вы получаете еще и прибыль. И именно вот таким вот образом у этих вот ребят, у многих закрыта левая нога, но не закрыта правая. Понимаете теперь, да? И если это уровень К1 и левая нога закрыта, а правая еще нет, то если предположим, что я перешел на уровень К9, К8, неважно на какой, и если оттуда вылетают клоны, то они могут перекрыть уже вторую недостающую ногу. И тем самым партнер переходит уже на уровень К2. Но что будет, если никто не будет заходить в проект и никакой движухи не будет? Ребята, вот именно об этом сейчас я и хочу вам рассказать. Вот предположим, что все, никто больше не заходит в проект, мы встали в тупик. Что делать? Ребята, сейчас я вам покажу, что делать. Давайте сперва зафиксируем мой баланс. Вот, пожалуйста, 417 монет тонн. Запомните эти цифры. И сейчас я намерен закрыть 55 столов на различных уровнях своим партнерам. Как на дешевых, так и на дорогих. Сейчас вы все сами увидите. Но самое главное, вы увидите то, что я еще и на этом заработаю. А закрыв 55 столов своим партнерам, ничего абсолютно не потрачу. Итак, как все это работает? Нажимаем на плюсик. Открывается сообщение с предупреждением, что с баланса спишется 4 монеты тонн. Нажимаю «Да, оплатить». И смотрите, стол успешно активирован, точнее отправлен на активацию. Смотрите, сразу же бот присылает сообщение, что у меня активировался партнер. Если открыть этого бота, то, пожалуйста, вот, К2 стол активировался у Дани Белова. Теперь, если обновить страницу, то у меня будет пульсировать стол номер 2. Вот, смотрите, здесь происходит пульсация. И если я нажму сюда, то здесь появляется такое сообщение. У вас есть один нераспределенный клон партнеров. Если вы не распределите его в течение суток, он активируется автоматически. Это, ребята, означает, что если, например, я выпаду из сети, ну, например, там, уйду на пикник, в поход, или, может быть, еще какие-то причины поспособствуют всему тому, что я не смогу заходить на сайт, все те клоны, которые будут появляться у меня, будут автоматически распределяться среди новичков. Но сейчас я здесь, и сейчас я вам покажу, как можно получить отличный результат, ничего не потратив и не имея никаких реферальных приглашений. Возвращаясь на стол номер 1, снова ставлю партнеры первого уровня, выбираю, чтобы у них была свободна только одна ячейка для закрытия стола, и начинаю штурмовать остальные столы. Вот так вот просто беру и покупаю следующий стол. Дальше беру, открываю кого-нибудь еще, вот так вот снова и снова. Буду делать, пока не закрою все абсолютно столы, где не хватает одной ячейки. Таким вот образом я планирую не только перекрыть первый уровень, но потом и второй, и третий своим партнерам, и закрыть тем самым 55 разных столов на разных уровнях. Помимо того, вот вы видите, я закрываю столы, бот мне уже присылает оповещение, что активируются партнеры на следующем уровне. Сейчас вы все сами увидите и поймете, что чем раньше вы сюда зайдете, тем раньше вы получите помощь и, соответственно, какой-либо профит. Столов остается все меньше и меньше, бот меня все оповещает по новым партнерам, вот их видите как много, это действительно я всем оплачиваю по 4 монеты тонн, 8 баксов каждая, их переходы на следующий уровень, и то, что я сейчас делаю, это просто какая-то фантастика, ни в одной матрице такого нету, именно здесь, ребята, такое есть, и это сногсшибательно, потому что партнеры могут двигаться за счет своего куратора. Это, конечно, ребят, не означает, что я вам закрою все столы, но я вам просто показываю пример, как куратор, если он, конечно, хороший, должен и будет топить за вас, чтобы продвигаться самому. Итак, давайте обновим страницу, теперь посмотрим на мой баланс. Смотрите, было 417 монет, осталось 341. Но это, ребят, меня абсолютно не волнует, потому что к этому мы еще вернемся чуть позже. И вы сами увидите, что я не только верну свои монеты, но еще и уйду в плюс. Ну а прямо сейчас я закрыл столы своим 18 партнерам, и если зайти на цифру 2, вот, пожалуйста, мы видим, что даже 19 партнеров у меня активировалось. Вот эти 19 партнеров, но только теперь я могу их расставлять на уровне К2. Итак, давайте посчитаем. 18 партнеров на К1 стоили 72 монеты. Но теперь у меня есть 19 партнеров на К2, и теперь эти партнеры 19 умножаем на 8, потому что, ребят, обратите внимание, что уровень К2 стоит уже не 4 монеты, а 8 монет. Поэтому эти 8 монет мы умножаем на 19 и получаем 152 монеты тонн. Но я не получил эти
эти монеты за стоимость столов К2. Я получил клонов, и теперь этих клонов я буду закрывать на уровне К2 другим партнерам, как это делал на уровне К1. Теперь открываем фильтры. Здесь меняем мои клоны на клоны партнеров первого уровня. Смотрим сперва, есть ли, быть может, какие-то столы, где нужно закрыть всего лишь одну ячейку. И вот, пожалуйста, такой один стол есть. Я его сразу же закрываю. Но обратите внимание, покупать клона мне уже не нужно, потому что у меня есть 19 партнеров. И теперь я буду ставить партнера. Вот, нажимаю на кнопку партнер. И все те, кому я закрыл столы на К1, вот, пожалуйста, могу выбрать, чтобы поставить этому партнеру на его открытый стол. Он, возможно, сидит и даже не представляет, что сейчас его стол будет закрыт, и у него откроется стол К3. Только представьте, он зашел в проект, заплатил 5 монет, и ему бонусом система выдала стол за 4 монеты на уровне К1. Вот этот партнер. В дальнейшем он путем переливов, расстановок клонов и так далее перешел на К2. Грубо говоря, вот этот партнер, вот он, вот эти две ячейки, которые закрыты, и вот эта ячейка, куда я сейчас поставлю ему клона, после чего он перейдет на уровень К3. И теперь обратите внимание, что был он на уровне К1, перейдя на уровень К2, он получил 4 монеты назад, теперь он перейдет на уровень К3, и здесь за вот эти вот две ноги он еще получит столько вот монет, а именно 4 и плюс 12. Получается 16, а если приплюсовать еще и 4 монеты с уровня К2, то получается уже все 20. Вложил 5, а уже получил 15 сверху. Ну да ладно, это отдельная математика, давайте выставим любого партнера, чтобы ему закрыть стол. Все, стол успешно закрыт. Сейчас происходит загрузка, но если обновить страницу, то я уверен, что все это уже будет распределено. Вот, все, вот видите, даже бот мне написал, что мой партнер активировался, потому что вот этот вот партнер у него прогрузился. Все, он с уровня К2 перешел на уровень К3. И теперь моя задача это распределить на уровне номер 2 вот этих вот всех партнеров среди других своих участников команды. Что я буду делать? Также открываю вот первую линию и теперь открываю, где свободна не одна ячейка, а две ячейки. У меня осталось 18 партнеров. И как теперь я буду все это распределять? Просто поставлю одного сюда, другого сюда и так далее. На каждом столе выставлю по 2 партнера, чтобы каждый перешел на уровень 3. Давайте применим это на практике. Открываем вот так вот стол, ставим партнера, выскакивает список, кого поставить, да любого. На самом деле нет никакой разницы, кого ставить, главное побыстрее все это заставить. Вот так вот просто выбираю, ставлю и подтверждаю свои действия. Потом перехожу к следующему столу, также открываю любого участника и выставляю ему партнеров. Чем больше он активирует своих столов, тем больше выгоды получу я сам. Именно поэтому, ребята, здесь выгодно помогать другим. Это не тот маркетинг, где каждый думает только лишь за себя. Обратите внимание, что 7 страниц со столами, где можно перекрыть две ячейки. Таким образом можно выбирать партнеров и отдавать предпочтение самым активным, кто старается и хочет зарабатывать быстрее. Либо если у них все получается, можно помогать исключительно новичкам. На самом деле обе стратегии хороши, потому что если вы двигаете активного, то он будет еще более активным. Если же вы двигаете новичка, то соответственно он получает первую мотивацию, а именно получает первый свой результат. Сейчас я быстренько заставлю оставшиеся клоны на этих уровнях, и мы перейдем к уровню номер 3. Здесь я немножко увлекся и оплатил еще одному партнеру за свой счет клона, поставив ему во вторую ногу. Тем самым проинвестировал своих 8 монет в структуру этого пользователя, потому что если он будет развивать свой стол, то потом от моего клона также будут идти другие партнеры, которых он будет заставлять под собой. Напоминаю, что клоны также зарабатывают, поэтому сейчас я хоть и потратил денег на то, чтобы мой клон перекрыл ему ячейку, но этот клон будет теперь делать новый цикл и жить своей жизнью. А именно с уровня номер 2 он перейдет на уровень номер 3, потом на 4, 5 и так далее. И каждый раз он еще будет зарабатывать вот эти вот вознаграждения, включая партнерки. Ну а мы переходим на третий уровень. Если на первом у нас было 18 купленных столов, здесь получили также 18 и перекрыли по 2 ячейки каждому, плюс еще что-то докупил, то и получается, что на К3 мы получили вот 10 нераспределенных партнеров. Здесь также фильтрую по первой линии, ставлю кто есть с одной ячейкой. Таких вот, например, здесь не нашлось, вот видите, ошибку выдала. Поэтому выбираю те, у кого свободны 2 ячейки на уровне 3. Смотрим, кому перекрыть столы. Быть может, здесь есть какие-то новички, кто давно ждет или кто вообще еще ни разу не получал перекрытие столов. Вот таким вот образом можно действовать и перекрывать столы различным партнерам. Теперь я их буду толкать на уровень К4. Там я уже, ребята, получу клонов на следующий уровень. И таким образом мы сейчас доберемся до высокого уровня. Все, выставляю последнего клона на К3
И теперь переходим на уровень К4. Вот так вот обновляю. Все, теперь пропадает пульсация на уровне 3. И теперь обратите внимание, что мы имеем 5 партнеров для распределения на уровне К4. Но только вот этот К4 стоит 32 монеты тонн. Давайте 32 умножим на 5, и мы получаем уже 160 монет. Что мы будем делать дальше? Ребята, да, все то же самое. Мне нет никакого смысла делать фабрику из столов. У меня и так уже 5 столов перекрыто. Итак, я выставляю клоны партнеров первой линии. Теперь выставляю свободно одна ячейка, таких нету. Окей, перехожу на свободно 2 ячейки. И вот здесь теперь я буду перекрывать партнерам столы. Тем самым они перейдут на уровень К5. Некоторые из них зашли на уровень К1, например, К3. Также перешли на К4, теперь переходят на К5 и имеют потенциальную возможность заработать 32 монеты только лишь с левой ноги, потом перешагнуть на К6, и здесь уже заработки повеселее. Кстати, если вы еще не видели заработки от этого проекта, то, пожалуйста, смотрите. Что будет, если дойти до уровня 10, 11 или 12? Здесь просто сумасшедшие уже деньги. Даже вот, пожалуйста, не максимальный стол, уровень К11, 1280 монет тонн. 2500 только лишь за один уровень. Итак, давайте перекрывать столы, смотрим, кому что здесь можно поставить, чтобы они перешли на уровень К5. Закрыл ребятам 2 стола, и из 5 клонов у меня остался один. Куда его можно воткнуть? Во-первых, можно воткнуть также кому-нибудь из ребят, но я его воткну себе. Воткну в одну из ног, и таким образом куратор, который будет выше меня, видит, что у меня на этом уровне не хватает только лишь одного клона, чтобы я перешел на следующий уровень. Даже не нужно просить его, чтобы он мне перекрыл стол, он сам откроет и увидит, что я могу дать ему клона на К5, если он мне поставит клона на К4. Таким образом, я выставляю себе этого клона. Теперь у меня появляется стол на уровне К4 с одной незакрытой ячейкой, вот здесь сейчас прозагрузится, и останется поставить только сюда. Вот оно все прогрузилось, теперь у меня есть один партнер в одной ячейке, и когда мне куратор свыше, так же вот как я куратор сейчас ставлю своим партнером, также есть куратор надо мной. Когда он мне поставит сюда также клона, я перейду на уровень К5. На уровне К5 у меня просто откроется дополнительный стол, где я также смогу зарабатывать дополнительно деньги. Вот, например, у меня на уровне К4 вот столько столов. И плюс еще вот тот верхний. Итак, давайте переходить на уровень К5. Смотрите, здесь у меня появилось 2 партнера. Теперь смотрите, в теории я могу этих 2 партнеров поставить себе вот на эти, например, столы. Перекрыть себе по левой ноге, допустим, вот сюда поставить и вот сюда. Что в теории я бы получил? Я бы получил 2 раза по 32 монеты тонн, если бы перекрыл себе вот эти вот 2 стола. Я бы также получил 4 клона на К1, К2 и К3. Но моя цель, ребята, К6. Я иду вот сюда. Сейчас я нахожусь на уровне К5. Открываю здесь также фильтр на свою структуру первого уровня. Смотрю, если столы с незаполненной одной ячейкой, их нету, поэтому выбираю фильтр, где не заполнены 2 ячейки. Теперь, ребята, смотрите, я могу выбрать любого из них и поставить на любой из этих столов 2 своих нераспределенных клона. Кого бы я ни выбрал, они перейдут на уровень К6. То есть, образно говоря, вот их столы. Вот любой из партнеров, и вот его перекрытая одна левая нога. Я перекрою вот эти вот 2, и тем самым он перейдет на уровень К6. Обратите внимание, что этот уровень К6 стоит 128 монет тонн, то есть примерно $250 по текущему курсу. Даже если они, предположим, что заходили на уровень К1 и на К5, то они потратили всего лишь 69 монет. И перейдя на следующий уровень, они получают шикарный бонус. Почему бонус? Потому что уже с первых ног они могут заработать 40 или 88 монет, в зависимости от того, куда поставят им клона, сюда или сюда. И естественно, ребята, все это будет двигаться к уровню номер 12. В общем, ребята, определился я, кому поставить клонов, и теперь я их просто выставляю. Сейчас я перекрою этому участнику стол, и у меня на уровне К6 откроется нераспределенный партнер. Вот, все, перекрыл. Теперь давайте снова вот так вот обновим, посмотрим, у кого там что. И теперь мы его здесь не увидим, потому что я ему полностью перекрыл стол. Теперь у меня будет нераспределенный партнер на уровне К6. Вот, обратите внимание, даже пульсирует, и вот бот мне прислал оповещение, что у меня активировался новый партнер. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, на К6 у меня активировался партнер. Нажимаю на К6, и теперь что мы, ребята, здесь будем делать? Поскольку у меня всего один нераспределенный партнер, и поскольку я вначале вложился своими средствами, нужно распорядиться им очень ответственно. У меня на этом уровне есть 3 стола, вот они. 2 из них уже закрыты.
И теперь я могу поставить этого партнера себе в любую из ячеек. Сюда, сюда или сюда. Давайте откроем слайды с презентацией, чтобы понять, куда выгоднее поставить. Если я поставлю сюда в накопление, то это ничего мне сейчас ровным счетом не даст. Накопление нас всегда двигает на следующий уровень. Более того, ячейки должны быть заполнены все. Без этого на следующий уровень просто не перейти. И поэтому мое предпочтение падает вот на эти две ноги. Но поскольку я потратил больше 40 монет, эту ногу я рассматривать не буду, потому что эти 40 монет мне ровным счетом ничего не дадут. Таким образом, я себе поставлю партнера вот в эту ногу. И таким образом сейчас вылетит 88 монет мне в кошелек и еще партнерка, которая будет распределяться среди нескольких участников. Итак, давайте посмотрим. Вот у меня на балансе 333 монеты тон. Сейчас я себе перекрою вторую ногу, то есть вот эту, и мы посмотрим, что из этого получится. Итак, давайте нажимаю на плюсик, ставлю партнер. У меня для распределения всего один, естественно, да, я нажимаю выставить, подтверждаю это действие и теперь смотрим, что произойдет. Все, стол успешно отправлен на активацию. Теперь давайте дождемся оповещения от бота. Все, вот, пожалуйста, оповещение от бота получил. Мне начислено вознаграждение 88 монет. Теперь смотрите, вознаграждение за стол номер 6, где я перекрыл партнеру, я получил еще 20 монет. И поскольку у меня еще не самый крутой статус, я упустил кое-какое партнерское вознаграждение в виде почти 3 монет. Что ж, давайте возвращаемся на сайт. Теперь обновляю страницу. Как вы помните, у меня было 417 монет. Сейчас на балансе 333. Я обновляю страницу и смотрим, что здесь получается. А здесь, ребята, получается 441 монета. Давайте просто прикинем 441 минус 417. Итого, я сейчас закрыл 55 столов своим партнером. И помимо этого еще и заработал сам почти 50 долларов. Вот такая вот, ребята, это командная игра. Но, ребята, если бы я предпочел вот эту ногу, ну, предположим, что я бы не делал никаких махинаций с деньгами, если бы это был полноценный партнер, которого я смог бы распределить без вот этого вот всего. В таком случае, конечно же, всегда выгоднее ставить клонов в левую ногу, потому что вылетают клоны, которые также потом летят на уровне поменьше, на К2, К1 и на К3. Ну, давайте вот предположим, что у меня сейчас открыто 8 уровней, и я с 8 перейду на 9. Что тогда произойдет? У меня откроется стол, и в принципе все. Вот он я, ничего не происходит. Но как только у меня появится клон для распределения, или если этого клона мне вышестоящий куратор, как это сейчас сделал я, поставит на мой стол, например, вот сюда, то с левой ноги посмотрите, сколько вылетит клонов. 24 клона на К1, 12 на К2, 6 на К3 и так далее. Эти клоны вылетают с левых ног и летят своим партнерам туда, где они сидят и ждут помощи. Кстати, сейчас монета Тонкоин значительно просела. Если она стоила на старте проекта 2 доллара, когда он набирал обороты, доходила даже до 2.20 или даже 2.30, то сейчас она значительно просела, и ее можно купить по более сладкой цене, а потом еще и заработать на ее разнице. И теперь, если вы досмотрели этот видеоролик до конца, то я вам покажу преимущества данного проекта. Здесь есть два сайта, один из которых это вот для подписки. Здесь за подписку вы получаете курсы, а на втором вот такой вот он черный, мы уже непосредственно играем. Вот видите, здесь есть игровые столы, здесь вот эти вот все кнопки имеются, а на белом сайте этого всего нету. Да и баланса здесь также не показывает. Зато, ребята, смотрите, что здесь есть. Здесь есть раздел обучения. Вот если сюда зайти, то здесь будет за подписку доступны различные курсы. Например, вы не знаете, что такое тон. Нажимаете подробнее. Что нам здесь становится доступно? А то, как купить тон через Telegram-бота или через обменники. Собственно, как установить кошелек для этого тонкоина и многое другое. Ребята, если перейти к следующему курсу, например, вот чат-бот. Вы знаете, как создать чат-бота в Телеграме? Я, например, честно говоря, тоже не знаю. Нажимаю подробнее и посмотрите, сколько здесь курсов вы получаете за подписку. Это все входит в стоимость подписки. Сама подписка находится вот здесь. Если зайти в раздел подписки, то здесь мы видим, что она стоит 5 монет тон. Но за эти 5 монет тон вы сразу получаете первого уровня стол. Ну а в последующие разы вы своей подпиской создаете клона, который уже кому-то прилетает и закрывает чей-то стол. В проекте уже очень много людей, и только представьте, каждый месяц, каждый
каждый делает подписку и вылетают клоны, которые также начинают двигать чьи-то столы. Вот, например, у меня 18 страниц со столами уровня номер 1. Когда кто-то сделает в очередной раз подписку, этот клон, который появится с этой подписки, может прилететь, например, мне и тем самым перекрыть частично мой стол. Ну а когда он будет полностью закрыт, я перейду на уровень К2, потом К3 и так далее. Только представьте, сколько столов у меня на первом уровне, и только представьте, сколько столов впоследствии появится уровня К2, К3, К4, К5 и так далее. И если они все однажды дойдут до уровня К12, то мне даже страшно представить, сколько это будет денег. И это, ребята, помимо всего того, что и сама монета Toncoin может пойти в рост. Если она покажет рост, то это будет еще больше. И давайте покажу, что здесь еще получаете за подписку. Вот, пожалуйста, наводите мышку слева, открывается вот такая навигация и нажимаете на кнопку сервисы. Здесь есть конструктор визиток и конструктор лендингов. Для чего это все нужно? Вот вам сейчас покажу пример. Мой подписчик сделал через конструктор лендингов вот такой вот лендинг. Он сюда просто накидал текст, какие-то вот видосы там туда-сюда и различные кнопки. Например, вот видите, CoinMarketCap. Если нажать, то переходишь на страницу с этой монетой. Например, официальный сайт ton.org. Все вот, пожалуйста, об этой монете, все можно почитать. Также кнопка регистрация, соответственно, если вы перейдете, то по этой кнопке вас перенаправит по реферальной ссылке к этому пользователю, что является очень удобным делом, потому что он, по сути, создал сайт, который ему предоставила возможность создать платформа Rocketon. Здесь он также вот, пожалуйста, выставил презентацию, которую даже не нужно было снимать, все это можно взять в разделе промо на официальном канале проекта. Также вот, пожалуйста, разбор линейного бонуса, партнерки, система умного клона, как все работает. То есть он все это просто взял, запихнул сюда, и теперь те, кто сюда попадут по его ссылке, у них будет намного меньше вопросов. Вот, пожалуйста, видеоролик. Опять же, он его не снимал, он взял его просто с официального канала. Опять же, кнопочка регистрация, тут же все инструкции, пожалуйста, все вот так вот разворачивается, все это можно вот посмотреть, изучить. И если вам интересен результат этого пользователя, давайте я вам его и покажу. Давайте посмотрим, что это за пользователь. Это CryptoScalp. Теперь идем в раздел «Моя команда». И вот, пожалуйста, ребята, этот подписчик, у него структура из 153 человек. По личным приглашениям он смог пригласить 36 человек, но вот эти вот 36 человек сделали ему структуру уже из 153. Смотрите, здесь все удобно, можно вот так вот развернуть его структуру и посмотреть, кто вообще на что гораст. Вот, например, смотрите, он пригласил подписчика, а этот подписчик смог пригласить еще 36 подписчиков, но лично он пригласил всего 15, а эти 15 пригласили еще какое-то количество, что, собственно, и делает вот эту вот структуру все больше и больше. И данный подписчик, естественно, с каждым разом все увеличивает и увеличивает свои доходы. Работать с конструкторами визиток или лендингов совершенно несложно. Просто нажимаете «Открыть» и начинаете следовать инструкциям. Кстати, инструкция есть и до этого, можете нажать, посмотреть и посчитать. По сути, это что-то наподобие одностраничных сайтов, которые нам предоставляют делать проект Rocketon за ежемесячную подписку. Итак, полный обзор есть на канале вот в этом видеоролике. Если не смотрели, то посмотрите, ссылку на него оставлю в описании под видео. Теперь обратите внимание, что после того, как вы перейдете по ссылке в описании, вот она как выглядит, у вас должен быть вот такой вот аватар и надпись Евгений Рич. Только так я смогу быть вашим куратором, и только так я смогу вам помогать в дальнейшем. Для того, чтобы пройти регистрацию, нужно заполнить имя, фамилию, написать свою почту, телефон и пароль. Сразу хочу сказать, что имя, фамилия и телефон не обязательно писать настоящими, можете написать что угодно. После этого заходите в раздел «Подписка» и нажимаете «Оплатить». И, следуя всем инструкциям, активируйте свой аккаунт с помощью подписки, которая стоит 5 монет тон. И если вы не хотите регистрировать кошелек для этой монеты, если вы не хотите покупать ее через биржу, то просто заведите аккаунт, напишите мне в Telegram, и я пополню ваш аккаунт через внутренний перевод. Я переведу вам на аккаунт 5 монет тон, ну или то количество, которое вам нужно. Ну а вы в свою очередь переведете мне на MetaMask, например, BUSD или USDT. После того, как подписка оформлена, заходите в раздел «Донат». В этом разделе можно сразу прикупить уровни. Мой совет вам покупать К1 и К3. Это если вы хотите зайти по минималке. И если у вас располагают средства, то покупайте К1 и К6. Но сразу хочу сказать, что приятный бонус: покупать К1 вам не потребуется, потому что К1 мы получаем за подписку. Поэтому в этом разделе мы покупаем либо К3, либо К6. И сейчас я вам объясню, почему именно К6 или К3. Это очень уникальные столы. Здесь мы имеем по 4 ячейки. Достаточно перекрыть вам всего лишь 2, например, вот сюда, и вы получаете свои деньги полностью назад. Например, вы потратили $128
1 тонн на покупку уровня К6 и еще 5 на оплату подписки, за которую вы получили К1. Итого получается 133 монеты. Но давайте теперь рассмотрим этот стол подетальнее. Как только вам перекроют всего 2 левые ноги, вам вылетает вот эта вот прибыль 40 монет и еще прибыль 88. 40 плюс 88 равно 128. То же самое в принципе и на уровне К3. И давайте просто сравним с уровнем К5. Предположим, вы купили К1, К5 и вам прилетел клон на левую ногу. Вы получаете 32 монеты и в принципе на этом все. А потратили-то 69. Как вам вернуть деньги? Теперь смотрите, сколько всего нужно, чтобы вы вернули свои деньги назад. Вам нужно перекрыть еще 2 ячейки в накопление. Вы переходите на К6 и здесь снова вам нужен как минимум 1 клон. То есть уже получается 4 в сумме. Вот в этом и есть прелесть уровня К3 и К6. Здесь достаточно перекрыть всего 2 левые ноги, всего 2 клона пожертвовать и партнер уже выходит в ноль. Поэтому если вы также будете кого-то приглашать по своим реферальным ссылкам, приглашайте на К1 плюс К3, либо на К1 плюс К6. Помните, что К1 мы не покупаем, его нам дают за подписку. То есть нужно докупить только лишь К3, либо К6. Также в описании под видеороликом вы найдете презентацию, в которой все четко показано, как сделать себе подписку. Каждый шаг я скринил, показывал, так что у вас все тоже получится. Ну а если не хотите заниматься всем этим, то напоминаю, что вам достаточно зарегистрировать себе аккаунт и просто написать мне в Telegram. Тогда я через внутренний перевод вам просто пополню баланс. Также после этого я вам дам ссылку на чат, где мы делимся стратегиями, мнениями и помогаем друг другу. И напоследок хочу сказать насчет выплат. Здесь с этим нет никаких проблем. Вот даже есть бот, который оповещает, кто сколько смог заработать в режиме реального времени. Также он показывает, кто какой статус получил и сколько за этот статус ему накинули монет тонн. Кстати, насчет статусов. Обязательно заходите в раздел «Быстрый старт». Здесь есть легкие миссии, например, подписаться на Telegram, там туда-сюда, 5-10, после чего нажимаете кнопку «Завершить». Тем самым переходите на следующую миссию и так далее. И что за это предусмотрено? Если вы в течение 48 часов пригласите еще 2 человек, а те активируют подписку, то вам возвращается стоимость подписки. А если вы будете активнее и достигнете статуса партнер, то вы получите 10 монет тонн вознаграждения. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно, естественно, получить предыдущий статус, иметь 5 активных партнеров по вашему приглашению и иметь столы в 3 комнатах. Например, я дошел уже до статуса ментор и мне начислили бесплатно 50 монет тонн, то есть $100 абсолютно бесплатно. Также оставлю в описании под видеороликом ссылку на презентацию, можно все это спокойно сесть, почитать, вникнуть и понять, как это все работает. И обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, не так часто на ютубе появляются порой ролики, день-другой бывает пауза, а в телеграме постоянно идет что-то интересное. И те, кто подписан на телеграм-канал, зарабатывают чаще, больше и ничего не пропускают. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.